Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания комнатных растений. Примерно 4 месяца назад я показывал вам видео о том, как я беру черенки с шифлеры и ставлю их на укоренение двумя способами. И в этом видеоролике я покажу вам результат укоренения 3 черенков и заодно покажу вам, как я их пересаживаю в отдельную емкость. Итак, давайте посмотрим, как укоренилась шифлера, черенок шифлеры, который я поставил на укоренение вот в такой пластиковый стаканчик. Кстати, укоренился этот черенок достаточно быстро. Уже примерно через 2 месяца я увидел здесь корешки, которые можно посмотреть сквозь прозрачные стенки. Сейчас это растение хорошо развивается. Оно уже дало первые молодые побеги. Теперь давайте посмотрим растения, которые были поставлены на укоренение в баночку с водой. Здесь результат немного хуже. Укоренение шло дольше, и примерно через 3 месяца появились первые корешки. Вот посмотрите, какие сейчас хорошие корни. Способ рабочий, но укоренение в субстрате, в обычной земле, происходит побыстрее. Поэтому все-таки такой способ более приемлемый. Но если вы хотите, вы можете также шифлеру укоренить и в баночке с водой. Простейший способ. Просто ставим черенки в банку с водой, и примерно через 3 месяца появляются корешки. Третий черенок, к сожалению, вот в таком пребывает состоянии. Вот видите, корней на нем нет. Вот эта часть, конечно, мне совершенно не нравится. Она мягкая, возможно, здесь уже стебелек подгнил. Я его удалю. Но, в принципе, я вот этот черенок посажу также сегодня в емкость. И надеюсь, что, возможно, он тоже со временем пустит корни и приживется. Вот видите, точка роста здесь тоже не очень хорошая. Новых побегов нет, но, тем не менее, листья живы. Емкость я использую обычный пластиковый горшок. Здесь 2-2,5 литра примерно. Обязательно при выращивании шифлеры ложите на дно емкости дренаж. Лучше всего использовать керамзит. Примерно слой около 2 сантиметров. Много не надо, но дренаж обязательно нужен, так как это растение не любит застой лишней влаги у корней. Субстрат. Обычная покупная земля нейтральной реакции, достаточно хорошего качества. Земля должна быть воздухопроницаемой, поэтому я дополнительно сюда добавил еще небольшое количество агроперлита для разрыхления. Шифлера не любит тяжелые почвы, поэтому старайтесь сажать ее в такой воздухопроницаемый рыхлый грунт. Ну что ж, давайте приступим к посадке растений. Я прям в этом контейнере буду сажать. Давайте посмотрим корневую систему. Ну, здесь видно, конечно, что хорошие образовались корешки. Аккуратно вот так переворачиваю стаканчик. И не нарушая земляной корм, посмотрите, вот не надо его разрушать. Вот таким способом желательно сразу и посадить в емкость, чтобы не повредить корневую систему. Ну вот смотрите, хорошо он у меня сюда вот в уголок уместился. Почему в уголок? Сейчас я вам объясню. Потому что сюда же, в эту емкость, я досажу и остальные черенки. Вообще шифлера достаточно сильное, мощное растение. Но чтобы кустик был таким пышным, я рекомендую вам в одну емкость сажать 2-3 укоренившихся черенка. Здесь у меня будет расти 3 черенка. Вот таким примерно способом. Сейчас я добавлю грунт и покажу вам еще удобрения, которые я сегодня добавлю при посадке. И для того, чтобы в течение года растения обеспечить правильным полноценным питанием, я добавлю вот такое удобрение. Это осмокот. Это не реклама. Вы можете добавлять какое-то другое удобрение или вообще ничего не добавлять. Но вот я пришел к выводу, что вот это вот удобрение, оно очень хорошо воздействует на растения. И я его применяю как при посадке комнатных растений, так и при посадке
садовых растений, таких как ежевика, виноград, гортензия. Все очень хорошо растет при добавлении данного полноценного удобрения в емкость. Растворяются вот эти гранулы очень медленно, поэтому я говорю, вот этого удобрения хватит на целый год для этой емкости и для того, чтобы здесь хорошо росли 3 черенка шифлеры. Вот таким вот способом я сюда добавлю 1 чайную ложечку удобрения. Естественно, что хорошо нужно распределить, перемешать с грунтом, но данные гранулы не обжигают молодые корни растений, это проверено. При этом очень медленно выделяются питательные вещества, поэтому хватает надолго. Аккуратно размещаю черенок. Корешки достаточно хрупкие, поэтому будьте внимательны. Аккуратно при пересадке, потому что они обламываются очень легко. После того, как досыпали грунт, я рекомендую еще вдоль стенок горшка еще вот так вот доуплотнить. Но, конечно, уплотнять без нажима, без сильного, без фанатизма, так как корешки молодые, чтобы они не обломались. Все нужно делать очень аккуратно. Я его все-таки, наверное, подсажу, потому что выбрасывать его жалко. Возможно, что даст корни вот в этой части стебля. Ну и вот это вот мне совсем не нравится. Подгнившую часть я, конечно, вот таким образом удалю. С помощью карандаша делаю углубление в грунте. Ставлю черенок и хорошо его уплотняю. Грунт возле черенка. При необходимости, конечно, нужно досыпать землю. Земли должно быть такое количество, чтобы оставалось примерно 2 сантиметра до края, чтобы вода не скатывалась и поливать было удобно. И, конечно, заключительным этапом растение следует обильно полить. При этом надо учитывать, что шифлера не любит частый полив. Поливать ее надо умеренно. Это касается ухода за взрослым растением. Шифлера любит опрыскивание, тоже не очень частое, по листу. При поливе я сейчас использую обычную воду, без добавления каких-либо препаратов, потому что корни, как вы видели, достаточно хорошие. Черенок, если укоренится, вот этот вот, который мы сажали без корней, то очень хорошо. Если вдруг он не приживется, я его просто из этой емкости удалю. В такой емкости растение может находиться вполне в течение года, даже 2 лет. Растение растет достаточно, я бы сказал, не быстро. В принципе, если уход хороший и подкормки частые, то шифлера растет, конечно, гораздо более интенсивно. Новый горшок примерно потребуется через 2 года. В диаметре он должен быть побольше, примерно на 5 сантиметров. В такой емкость в последующем просто растение переваливается. Но это будет уже в следующем видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы его не пропустить. Шифлера достаточно неприхотливое растение. Выращивать его можно как на южном окне, так и на северном. Выдерживает оно небольшое затенение, но максимум своей декоративности, особенно если шифлера с пестрыми листьями, оно проявит, конечно, на хорошо освещенных местах. Всем большое спасибо за просмотр. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях.